После красной маркировки, друзья, одна петля будет нормальная изнаночная петля, а следующая петля у нас будет петли две ножки. Эти две ножки тоже провяжем изнаночной петлей. Для этого охватываем обе стенки, обе ножки петли и провяжем изнаночной петлей. Следующая петля будет первая лицевая, нормальная лицевая петля, а следующая петля две ножки. Это мы провяжем таким образом. Заходим с левой стороны, охватываем обе стенки, обе ножки петли и провяжем лицевой петлей. Опять здесь начинаются изнаночные петли, которые мы здесь тоже самое провязали петли. Точно так же провяжем и эти петли. Теперь чередуются лицевые петли. Вот таким образом, друзья, остальные все петли провяжем точно таким образом. И мы с вами увидимся, когда дойдем до конца ряда. Вот, друзья, дошли до конца ряда. И здесь, вот видите, не чувствуется переход петли. Для этого и мы образуем петли две ножки и так их провяжем. Если этого не сделать, здесь образуются дырочки. Теперь, друзья, на этом крае воротника поднимаем петли для планки. В моем случае за 5 сантиметров ширины планки я должна поднять 10 петель. И эти петли я буду провязывать платочной вязкой. Если вы планируете вязать планку резинкой 1 на 1, тогда, друзья, вы будете добавлять петли здесь больше. Мы найдем самые крайние петли. Когда с обратной изнаночной стороны, когда посмотрим, вот видно наши крайние петельки. Вот. Эти петли мы поднимем и переводим на спицу. Самая крайняя петля это у нас вот это. Подняли. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот подняли 7 петель.
поставим маркировку. Первую петлю провяжем лицевой петлей, добавим накид. Потом провяжем 2 петли. 1, 2. Добавим накид. Здесь получилось 5 петель. Опять провяжем 2 петли. Добавили накид. И получилось 8 петель. Остальные 2 петли провяжем. Последнюю петлю провяжем изнаночной петлей. И вот таким образом мы здесь подняли 10 петель. И если вы планку хотите провязывать с резинкой 1 на 1, друзья, и тогда вам придется набрать здесь петли, чередуя одну петлю с накидами. Но здесь обратите внимание, друзья, вот это воротник у нас лицевая сторона. Когда воротник вот так разворачиваем и начинаем тело кардигана, обратите внимание, вот эта сторона будет лицевая сторона для кардигана. Разворачиваем нашу работу. И воротник становится на изнаночной стороне. А начало кардигана у нас, тело кардигана, на лицевой стороне. И здесь мы будем начинать верхнюю часть кардигана. Для этого все петли провяжем лицевыми петлями. И по ходу вязания мы здесь будем отделять петли на части кардигана. Это у нас будет спинка, 2 рукава и петли полочки. И как разделить петли на этой части, нам необходимо будет расчеты. Теперь в расчеты включается и первый замер. Первый замер у нас 42 сантиметра. Это мы превращаем на петли, умножаем на 2, у нас получается 84 петли. 84 петли делим на 3. Почему делим на 3? Потому что мы здесь составляем схему реглана. И у нас получается 28 петель. 28 петель. Одна часть, 2 рукава. Значит, это у нас будет по 14 петель. Спинка 28, перед 28. И здесь нам необходимо будет для расчета вот эта часть. Правый рукава, спинка и левый рукава. И на этих частях у нас есть 56 петель. Это 14 плюс 28 плюс 14. И будет 56 петель. А всего у нас в горловине было 128 петель. 128 петель добавляется по 10 петель с обеих сторон для планки, которую только что мы добавили на одну сторону. И по ходу вязания мы еще добавим на вторую сторону. И у нас добавляется 20 петель. И всего у нас петли в спицах будет 148 петель. Теперь, друзья, мы должны знать полочки сколько петель. От 148 отнимаем вот эту часть кардигана 56. У нас получится 92 петли. Значит, по полочках у нас имеются 92 петли. Теперь, друзья, из этих петель мы должны отделять петли для реглана. Я всегда для регланной линии отделяю петли от тела кофточки. Для спинного реглана от спинки
переднего реглана от переда. Регланные петли у меня будет по одной петле. Когда отделяем регланные 2 петли от спинки, здесь у нас останется 26 петель, а по реглану будет у нас по одной петле. По переду тоже 2 петли отделяем для передней регланной линии, и у нас здесь останется 90 петель переду, и по одной петле будет для регланной линии. Вот в конечном итоге у нас получается вот такая схема вязания. Когда суммируем все эти цифры, должно получиться 148 петель. Мы сейчас находимся вот здесь. Все петли этому ряду будем провязывать лицевыми петлями до конца ряда. И будем отделять маркировками каждую часть кардигана. И ставим маркировки перед каждой регланной петлей. Провяжем 45 петель и ставим маркировку. После маркировки будет 1 петля регланная петля. Потом посчитаем 14 петель для левого рукава. Ставим маркировку. И после этой маркировки 1 петля у нас будет регланная петля. Потом посчитаем 26 петель и ставим маркировку. Потом после регланной петли посчитаем 14 петель для правого рукава. Ставим маркировку. После маркировки 1 петля регланная петля. Потом у нас до конца ряда останется 45 петель для правой полочки. Мы на этом ряду только ставим маркировки и больше никакие процедуры не будем делать. Еще раз повторю, друзья. Вот мы сейчас находимся на изнаночной стороне воротника. И начнем вязание на лицевой стороне для тела кардигана. Петли планки, добавленные накида, провяжем скрещенной лицевой петлей. После маркировки регланная петля, теперь начинаются петли правой полочки. Здесь, друзья, вы помните, имеются петли 2 ножки. Как вяжем эти петли, я вам покажу. Вот здесь петли 2 ножки. Заходим с левой стороны, охватываем обе ножки и вяжем лицевой петлей. Петля 2 ножки, которая раньше эта петля была изнаночной петлей. А эту петлю мы заходим с правой стороны. Следующее, вот видите, раньше была лицевая петля. Эту петлю мы заходим с левой стороны и вяжем лицевой петлей. Вот таким образом мы вяжем эти петли 2 ножках. Еще посчитаем. Вот дошли до края. Здесь тоже поднимем 10 петель.
разворачиваем нашу работу. Петли планки вяжем лицевыми петлями, а остальные все петли вяжем изнаночными петлями. И мы с вами увидимся, когда дойдем до начала петли полочки. Вот здесь. Дошли до петли начала левой полочки. И теперь мы будем делать расчеты, чтобы оформлять вырез горловины по переду. И мы должны оформлять треугольную форму выреза. По-другому можно сказать, мы оформляем росток. Чтобы оформлять росток, друзья, здесь я применяю свой новый метод оформления ростка. Кто следит за моими видео на канале, многие из вас знаете, у меня есть новый метод оформления ростка насчет сокращения петли по переду. И этот метод я применяю и для круглой вырез горловины, и для треугольной вырез горловины. И во всех кофточках, мастер-классах я подробно показала, как мы оформляем росток, применяем этот метод. По схеме мы видим, что на спинку у нас 26 петель, а по переду у нас 90 петель. А по закону кройки, друзья, у нас должно быть петли переда равны петлям спинки. Нам удобно будет расчеты на половину части спинки и переда. Вот на спинке половина часть имеется 13 петель. А полочки у нас имеется 45 петель. Из этой петли мы отнимаем, друзья, половина количества петель планки. В планках у нас имеется 10 петель, значит половина у нас будет 5. От 45 отнимаем 5 петель. У нас останется 40 петель. На половине спинки у нас 13 петель. Когда от 40 отнимаем 13 петель, у нас останется 27 петель. Значит, мы должны сокращать по 27 петель на полочках. Теперь стоит вопрос, как мы будем сокращать эти 27 петель? Я постараюсь вам объяснить очень простым способом. Потому что если вы будете понимать суть такого нового метода оформления ростка, вы спокойно потом будете делать расчеты и спокойно будете оформлять росток при вязании. По полочкам у нас должны остаться 13 петель. И 13 петель мы вот так вкладываем. Вот 13 петель, которые должны остаться на полочках. Когда мы будем по одной петле сокращать и провязывать следующую петлю, у нас будет сокращаться 13 петель. Значит, одну петлю сокращаем и следующую петлю провязываем. Тринадцать петель мы сократили. У нас еще остается здесь 14 петель. Сокращение 14 петель мы будем разместить возле этих сокращений. И при этом будем сокращать одну петлю без провязывания. Вот так я отмечаю внутри кавычка 0. И всего у нас сокращение теперь получилось 26. Нужно будет одну петлю сокращать. Значит, вначале добавим еще одно сокращение без провязывания.
Когда мы посчитаем эти сокращения, у нас получается 27 петель. Но эти сокращения мы осуществляем вот таким образом, чередуя. Одну петлю сокращаем без провязывания, следующую сокращаем с провязыванием одну петлю. Повторяем, сокращаем одну петлю без провязывания, сокращаем одну петлю с провязыванием одну петлю. Вот таким образом, друзья, мы будем сокращать петли, и с этим у нас в конечном итоге будет сокращаться 27 петель и останется 13 петель и плюс 5 петель планки, которые мы раньше здесь отнимали от петель полочки. И в конечном итоге у нас в полочках должны остаться по 18 петель. Друзья, по вашими цифрами сокращения могут быть по-разному. Например, когда вы так размещаете по очереди эти сокращения петель, у вас могут быть, например, вот здесь закончится количество сокращений без провязывания, и у вас дальше идет все сокращения только с одним провязыванием. Или могут быть петли больше, и вот так разместили петли сокращения, у вас еще остается, например, 3, 4, 5 петель. А эти петли вы размещаете в начале сокращения. Значит, вы будете 5 петель сокращать подряд без провязывания, а потом вы будете чередовать сокращение петель с провязыванием. Вот таким образом вы спокойно будете себе определить, каким образом вы будете сокращать петли. Это как мы будем осуществлять на практике, я вам подробно покажу, и вам будет более понятно.